Программа Савика Шустера, она еще идет. Вот в эфире программы в начале там некий гражданин, одессит, усиленно показывающий как раз таки одесский акцент, рассказывал интересные вещи. Ну как интересно, он просто словословие отпускал в адрес нового губернатора Одессы. Я знаю людей, которые в Грузии. Я был в Батуми, друзья. Это, как говорят в этих самых фильмах немецких порнографий, das ist fantastisch. Значит, вот я ехал с товарищем сюда, он был в Кахете и говорит, потрясающе, все восстанавливают, памятники старины восстанавливают. Михаил приехал не сам, он привез с собой таких людей, как Саша Боровик. Это вообще, это что-то такое. Привез с собой людей, у которых горят глаза, которые к черту бросили работу, бросили обеспеченные какие-то позиции в своей жизни. В конце концов, уезжали из Америки, из Франции. Там неплохо, ребята, я там бывал, там очень неплохо. Ну, здесь следует небольшое отступление, то есть, когда вот я слышу, когда рассказывают о том, что там из Европы, из Штатов приезжают, просто, ну, для чего он там дальше объяснит, я могу объяснить сам, потому что в Европе и в Штатах так быстро денег ни на чем не сделаешь, ребятам таможни отдают, порты. В зале сидят люди, которые там, может быть, 1% из них или 0,5% когда-то выезжал за границу, ну, ближнее зарубежье. И поэтому они аплодируют, потому что все, кто в Европе, понятно, это миллионеры. Но в Европе так быстро деньги не делаются. Кому ты паришь? Давайте послушаем, для чего они приехали. Но они приехали сюда для того, чтобы нас как-то вытягивать из этого. Вот для чего они приехали. Ну да ладно, бог с ним. Он сейчас расскажет некую историю, все поаплодируют, а я из этой истории провел в интернете там 3 часа. Ну, не разгибаясь практически, я и моя там коллега. Я как-то был в Америке, я много там бывал, и был в Вашингтоне на Арлингтонском кладбище, и там могила Роберта Кеннеди. И на ней эпитафия, я по-английски, конечно, хорошо, но я переведу на русский, чтобы всем было понятно. Там написано такое вот. Мы все ручейки огромной реки, которая называется американская нация. Так давайте журчать в унисон, чтобы не портить журчание всей реки. Вот я желаю, чтобы мы все журчали в унисон с Саакашвили, чтобы не портить журчание того, что он может сделать. Ну, я выключаю. На самом деле аплодисменты очень-очень долго продолжались. Я даже испугался, что они никогда не закончатся. А теперь я объявляю конкурс на приз губернатора Одещины. Вот так вот выглядит могила Роберта Фрэнсиса Кеннеди. А где здесь? Про реку. А вот так вот выглядит то, что находится напротив могилы. Напротив могилы, на которой нет никакой эпитафии. Это исходит из бесчисленных и разнообразных актов мужества и веры, которые знает история. Каждый раз, когда человек стоит за идеалы или действует, чтобы улучшить других людей, или выступает против несправедливости, он посылает крошечные импульсы надежды. И происходит пересечение таких импульсов из миллиона центров энергии и смелости. Эти импульсы создают ток, который может смести самые мощные стены угнетения и сопротивления. Точка. Теперь давайте прочтем вторую цитату, которая написана на могиле Роберта Кеннеди. Эсхил писал: «Во сне боль, которую невозможно забыть, капля за каплей падает в наше сердце, пока, несмотря на наше отчаяние и вопреки нашей воле, не превращается в мудрость благодаря великой Божьей милости. Что нам нужно в Соединенных Штатах, это не разделение. То, что нам нужно в Соединенных Штатах, не ненависть. То, что нам нужно в Соединенных Штатах, не насилие или беззаконие, но любовь и мудрость и сострадание друг к другу, и чувство справедливости по отношению к тем, кто по-прежнему страдает в нашей стране, будь он белого или черного цвета. Давайте посвятим себя тому, что греки писали много лет назад: укротить человеческую жестокость и сделать мир добрее. Давайте посвятим себя этому, помолимся за нашу страну и наших людей». Да, это не речь Порошенко. Это из его речи в Индианаполисе. Все. Для того, чтобы снять все вопросы, мы прогуляемся даже на могилу к Джону Кеннеди. Это то, что напротив могилы. Все это слова из его инаугурационной речи.
что легко проверяется. Ни про какие реки речи не идет. Что мы видим? Мы видим могилу Джона Кеннеди, Жаклин Кеннеди и их 2 детей, которые умерли в юном возрасте. Суть конкурса на приз губернатор Одещины вы, наверное, поняли. Найдите мне, пожалуйста, вот эту вот эпитафию, эту цитату на могиле Роберта Кеннеди или хотя бы рядом с могилой Роберта Кеннеди. После этого мы все вместе поаплодируем, как вот в зале все аплодировали этой прекрасной истории.